Я старый, мне 67. 69. Я уволен. Ура! Наконец-то свобода! Если вы на этом канале уже давно, то не раз могли от меня слышать, насколько Эй Арнольд замечательный мультфильм. И когда-то я даже делал на него обзор, где попытался объяснить, почему я так думаю. И одной из причин моего настолько теплого отношения к этому произведению являются хорошо прописанные интересные персонажи. Будь то сам Арни, его любящая бабушка с дедушкой, лучший друг Джеральд, несравненная Хельга Потаки, безумный мороженщик Джоли Оли, талантливый и печальный мистер Хьюн, неунывающий Юджин и все остальные обитатели этого вымышленного городка под названием Хиллвуд. А я Армандо, его богатый сводный брат и владелец скромного замка в Литуании. И вот об одном таком мультяшном представителе вселенной Арнольда, как вы уже догадались, в этом видео и пойдет речь. Встречайте, на сцене 90-х сегодня и всегда, вечно забытый и уставший от жизни, но до глубины души пробирающий своими песнями, неповторимый Дино Спамони. Дино Спамони! Пожалуй, самым главным отличием этого персонажа от всех остальных для меня всегда было то, что на протяжении долгого времени я не мог понять и буквально терялся в догадках, насколько реален этот певец, или же он просто является полной выдумкой авторов. Вы не поняли, я настоящий Дино. Да, вас таких здесь много. И дело тут в том, что он мне всегда казался ну просто очень настоящим. Да, почти все герои Арнольда кажутся списанными с настоящих людей, но именно Дино Спамони был для меня в этом плане самым убедительным. Давай, Тони. Это его длинная предыстория жизни, такой визуальный колоритный образ с разными деталями и особенностями. Ну и конечно же это слишком выделяющиеся своей глубиной и проникновенностью его песни. Вот в дальнейшем, к своему разочарованию, но зато еще больше превознеся после этого мастерство создателей, я узнал, что Дино Спамони никогда не существовал, и что его образ явился синтезом образов таких выдающихся исполнителей, как Дин Мартин и Фрэнк Синатра. И если с первым Дино имеет сходство больше именно в визуальном плане, то вот у второго для Спамони уже был позаимствован в большей степени музыкальный стиль и какие-то детали биографии. И даже сам Крейг Бартлетт, создатель Арнольда, в шутку назвал Дино Спамони бюджетной версией Фрэнка Синатры. Само же имя Дино по одной из версий отсылает нас к американскому артисту Диону Димуччи, а еще к певцу и автору песен Дино Валенти. Ну а по другой версии Дино является сокращением от слова динозавр. И это в общем-то звучит достаточно правдоподобно, потому что слово довольно точно описывает образ жизни этой мультипликационной знаменитости. Современная молодежь не хочет слушать старые песни. Им подавай рэп, рейв и все такое. Ну и фамилия Спамони также является отсылкой, но только уже не к человеку, а к итальянскому десерту, состоящему из мороженого с фруктами и орехами. И первое знакомство с Дино Спамони происходит в одном из ранних эпизодов мультфильма, который называется «Старое здание». Там Арни дает свое обещание помочь Эрни, работающему в строительной сфере и специализирующемуся на сносе зданий, разрушить круглый театр. Бум! Здорово, а? Но еще для этого не самого высокого постояльца пансиона предстоящий снос носит также и немалую личную значимость, ведь это разрушенное здание станет 500-м в его карьере. Будет самый счастливый день в моей жизни, день, когда я вступлю в клуб пятисотников. И вот Арнольд с радостью соглашается поучаствовать в этом деле, но потом он также соглашается помочь и своей бабушке в спасении одного очень старого здания, которым, к огромному удивлению Арни, также оказывается круглый театр. И там мы впервые встретились с дедушкой. И кстати, может я что-то неправильно понял, но разве Герти и Фил познакомились не в детском возрасте? В одной из серий нам даже бегло рассказывают их историю детских, не слишком дружелюбных взаимоотношений. Это сделал Филипп, миссис Крэншо. И вот далее по сюжету серии перед пареньком с репообразной головой вновь встает непростая задача, которая заключается в том, чтобы разрушить и спасти одно и то же здание и при этом никого не обидеть. За советом он обращается к деду, ну и тот, как и всегда, помогает в обыденном стиле. Вообще-то мне пора принимать лекарства. Извини, малыш, я спешу. Но потом Арнольд понимает, что помочь ему может лишь один человек, и нет, это не Эммет Браун на сей раз, а тот, кто вдохновил Эрни на занятие своим любимым делом
и тот, от чьих песен просто без ума его бабушка. И вот этим кем-то как раз таки и оказывается... Дина, помоги! Да, именно он приезжает в сопровождении мэра города к старому зданию и рассказывает собравшимся, насколько этот театр для него важен и что сносить его не нужно. Что надо спасти для потомства это прекрасное старое здание. Ну а потом мэр города провозглашает здание памятником старины, и также резко, не дав самому преданному поклоннику насладиться танцем, Дина в спешке уезжает. Дина, подожди! Оставь автограф! На какое-то время конфликт между бабушкой и Эрни затихает, но потом эти двое снова начинают ругаться. Ну и Арни, уединившись в кабине крана, включает погромче магнитофон и наслаждается песней Дина Спамони. И следующей серией, в которой нам вновь раскрывают столь многогранный образ исполнителя, является эпизод под названием «Партнеры». По сюжету там происходит ссора между Дино и его другом-поэтом, а по совместительству и незаменимым автором песен Спамони Доном Рейнольдсом. Дино Спамони объявил, что расстается со своим давним партнером Доном Рейнольдсом. Вскоре после этой новости о расставании местных знаменитостей на пороге пансиона Арни появляется сам Дино. И объясняет он свой неожиданный визит тем, что сюда он приехал с целью отдохнуть от суеты шоу-биза, ну а заодно и найти вдохновение в месте, где он, как выяснилось, жил в самом начале своей карьеры. Дверь была открыта, скажите, есть в этой крысиной дыре свободная комната? А через какое-то время в пансион приезжает и его талантливый друг Дон с примерно такой же целью. Между бывшими приятелями разворачивается словесная перепалка, и в итоге каждый расходится по своим комнатам. Я отсюда не уеду! И глядя на все это, Арни и Джеральд выражают друг другу свое полное непонимание в таком глупом поведении взрослых людей. Но уже вскоре и у этих дружных ребят возникают разногласия во время поиска подходящего номера для школьного шоу талантов. Ну и они тоже ссорятся. Может, увидимся, а может и нет. По мне так нет. В это время Дино Спамони пробует свои силы в написании новой песни, и мелодия у него получается отличная, но вот со словами как-то не ладится. Тара-тура-тура, мой ботинок так скрипуч и так далее. А вот у его друга Дона, наоборот, как раз таки получается только написание текста, но вот попытки исполнить свою композицию самостоятельно оценивают лишь орущие в ответ коты. Без тебя, дорогая, я погибну, я умру. И вскоре каждый из них по отдельности втайне признается, что расставание с другом на самом деле большая беда и ошибка. Но извиняться они не готовы, ведь у каждого из них есть большая гордость. Но у меня остается гордость. А гордость — это особая вещь. И вот поругавшиеся Арни с Джеральдом, глядя на сожаления и муки старичков, осознают глупость своей ситуации и просят друг у друга прощения. Ну а для номера на шоу талантов друзья решают позаимствовать слова Дона и музыку Дина. И пригласив по отдельности ничего не подозревающих авторов песни, ребята воплощают эту композицию на школьной сцене. Я погибну, я умру. Дина и Дон, слыша, как звучит их совместная работа, снова мирятся, и, конечно, хочется верить, что это надолго, но, зная характеры данных персонажей, поверить в это довольно непросто. Следующий эпизод с участием Дино Спамони находится в 3-м сезоне, и называется он «Школьный вечер». Там классный руководитель мистер Симмонс назначает ответственных за приготовление к танцевальному вечеру, и главным по развлекательной части он назначает Арнольда. Я уверен, что Арнольд найдет достойное музыкальное сопровождение нашего вечера. За неимением большой суммы денег всяческие агентства по подбору артистов дают Арни отворот-поворот, и в какой-то момент он даже прибегает к поиску талантов среди своих друзей и знакомых, но эта затея не оборачивается успехом. А когда я получу деньги? И Арнольд успевает отчаяться, осознавая всю возложенную на него ответственность и ожидания товарищей. И тогда на помощь ему приходит незаменимая бабушка, которая хоть и редко пребывает в здравости рассудка, но если и помогает, то делает это всегда непревзойденно. Вот и на сей раз она ставит в проигрыватель пластинку с композициями Дино Спамони, и таким образом, когда Арни слышит музыку, ему приходит идея пригласить именно этого исполнителя. Кажется, я уже придумал. Это не ты придумала, а я. И вот Арнольд отправляется к Дино домой, и мы видим, что проживает знаменитость в довольно нескромных апартаментах. Правда, внутри нам открывается иная, более мрачная картина с одиноким стариком, от которого с радостью убегает его единственный дворецкий. Ура! Наконец-то свобода! Дино говорит Арни, что собирается провести свой последний прощальный концерт, и что сделать это он хочет с размахом, и обычная школа ему совсем для этого не подходит. Я не буду играть прощальный концерт в школе. Я выступлю во дворце. Дино также рассказывает о том, каким популярным он был в своей молодости
популярности, и что сейчас он не нужен не только публике, но и себе самому. Никто не покупает. Для меня все кончено. Но вскоре по телефону ему сообщают, что провести свое выступление в желанном дворце не получится, потому что этот концерт просто никому не нужен. И вот от безысходности Дина соглашается выступить на школьном вечере. Ладно, парень, считай, что мы договорились. Одноклассники Арни выражают свое заблаговременное разочарование в таком древнем госте и вовсе не безосновательно. Этот старый толстяк, я думал, он уже умер. На концерте Дина Спамони с самым пессимистичным настроем исполняет свою прощальную песню, которая лишь нагоняет на всех присутствующих тоску и отчаяние. Арни встречает разгневанные отзывы и критику одноклассников, и в перерыве он пытается выяснить у Дина, почему же он сам перестал любить свою музыку. Что ты несешь? Как я могу не любить старые песни? В них смысл моей жизни. И таким образом Арнольд пробуждает в исполнителе желание спеть, как в старые добрые времена. И конечно же это в корне меняет отношение публики. Настроение в зале преображается, и все одноклассники Арни остаются довольны приглашенной звездой, пускай и из далекого прошлого. Какая прекрасная идея! Будто ты заранее знал, что это именно то, что нам нужно. Ну и последним эпизодом с Дина Спамони является 24-минутная серия под названием «Дина возвращается». Осенним дождливым днем жители пансиона обсуждают новости, в которых говорится о том, Что известный певец Дина Спумони все еще может быть найден живым. Дело в том, что во время пикника на воде Спамони падает за борт своей яхты, и его тело не могут найти. И пока спасательная бригада занята поиском, ведущая новостей делает нам краткий экскурс в историю жизни Спамони. Из ее рассказа мы узнаем, что на момент данного инцидента Дина было 67 лет. Пик популярности исполнителя пришелся на 50-е и 60-е годы, а самой популярной песней стала композиция «Лучше не трогай мою девчонку». От девочки моей отвянь, иначе твое дело дрянь. Также Дина успел прославиться и своими хулиганскими выходками, например, такими как танцы со стаканчиком, ну или с чем-то похожим, позади веселых людей в костюмах и избиение фотографов. Вы больше не увидите рядом с Дино ни одного фотографа. В середине 60-х, приспосабливаясь к трендам музыки, певец пытался удержать падение своей популярности и выпустил несколько новых песен. В середине 70-х у Спамони распадается третий брак, его концертная деятельность практически затихает и заметно падает продажа пластинок. Предпринимая отчаянные попытки спасти свою карьеру, Дина Спамони выпускает несколько совместных композиций с именитыми реальными исполнителями, среди которых, к примеру, Guns N' Roses и Tiffany. Как бы там ни было, закат популярности исполнителя все-таки достиг своей нижней точки. Ну а гвоздем в окончательной кульминации стало то, что после развода уже с пятой женой, косметичкой Кэнди Мальдонадо, возможно тоже реальный, как знать, все полностью отвернулись от Дина, и даже его друг Дон Рейнольдс также отзывался о нем не особо радушно. Я всегда его ненавидел, он эгоист и распутник, надеюсь, он погиб. И вот после такого краткого пересказа биографии, ведущая новостей сообщает о том, что спасательная бригада завершает поиски и делает заявление, что Дина Спумони, легенда американской музыки и мелкий преступник, умер в возрасте 67 лет. Ну а потом вдруг рассказывает еще и о существующем предсмертном послании, в котором Дина с полной решимостью в выборе такого трагичного окончания своей карьеры со всеми прощается. И мне осталось воскликнуть «Сайонара, малышка», подписано просто Дину. Далее Арнольд вместе со своим дедушкой посещает прощальную церемонию, на которой каждый из родственников и близких Дина высказывается о нем в самых разных тонах. Так его приятель Дон в своей эксцентричной манере освещает не особо хорошие стороны жизни своего друга. Ну а последняя жена Дина уже подбирает слова получше, но говорит о своем погибшем бывшем муже совершенно неискренне. Пошли отсюда, Потерпишь! Да и по лицам всех присутствующих видно, что пришли они сюда по другой причине. И вот далее мы видим, как все эти люди собрались за одним столом в ожидании оглашения завещания Дина. В итоге бывшим женам вполне ожидаемо достаются все главные ценности, богатства и прочие накопления. Кроме бани, она ростом не вышла. Вот гад! Ну и совершенно неожиданно в последнем пункте все последующие доходы со всех продаж, своих записей и прочей продукции Дина завещает Верному другу Арнольду. Что? У паренька такое решение
исчезновение знаменитости вызывает сильную озадаченность. И рассматривая старые вещи Дина, он начинает думать о возложенной на него ответственности перед погибшей знаменитостью. Но его дед успокаивает тем, что никакой прибыли с продаж можно и не ждать. Ну а остальные вещи просто никому не нужное барахло, среди которого, кстати, Железный Фил находит интересную книжонку и забирает себе. Тут даже книжечка «Я присяжный». Я приберу ее, пока тебе не стукнет 10. И да, эта книга абсолютно реальна, написана она американским автором детективов Микки Спиллейном. И на самом деле, даже в 10 лет знакомиться с этой книгой как-то рановато, ведь сюжет ее совсем не для детей. Прогуливаясь по мрачным пустынным улицам и разглядывая старые плакаты с Дина, Арнольда одолевает печаль. И когда паренек возвращается домой, то из мусорных контейнеров доносится голос Дина. Арни думает, что это чья-то шутка, но через мгновение видит, что вовсе нет. Все думают, что я мертв, кроме тебя. Значит, все идет по плану. По плану? Со слов живой и невредимой знаменитости мы узнаем, что его хитрый план с инсценировкой собственной гибели должен привести к росту объема продаж песен и прочей продукции. Я перестал продаваться. Похоже, что меня стали забывать. Ну и далее он объясняет, что когда его стали все забывать, ему пришла в голову замечательная идея пойти по стопам выдающихся личностей, чья популярность после их смерти взлетела до небес. Ну и в пример он приводит Ван Гога, чья живопись при жизни была совершенно обделена вниманием. Но умирать мне не хотелось, поэтому я схитрил. И именно для того, чтобы потом спокойно воспользоваться хлынувшим потоком денег, Дина и передал на них права своему доброму знакомому из пансиона. Разумеется, Арни эта затея показалась неправильной, ведь по его мнению, подстроенная смерть и правда причиняет кому-то страдания и боль. Но Дина видит такой способ вернуть себе славу и обогащение единственным и самым правильным. Что ты понимаешь? Ты еще ребенок. Мой план беспроигрышный, вот увидишь. И вот проходит время, и жители пансиона начинают замечать какие-то странности. То вещи пропадают, то слышится чей-то голос, а неубедительные крысиные аргументации Арни, ну то есть, что виной всему обыкновенные крысы, не останавливают жильцов в их фантазиях, и вскоре после того, как Спамони ненароком срывается и начинает петь в ванной комнате, ну а потом и вовсе предстает в домашнем халате, всем все становится понятно. Призрак? Конечно, призрак! Конечно, призрак. И я хочу, чтобы вы все знали, что я призрак, и что я здесь живу. И такой неожиданный поворот событий Дина вполне устроил. Ну а очередные попытки Арни выразить несогласие в таком бесстыдном обмане наивных людей вновь не оборачиваются успехом. Что ты за бестолочь? Все нормально, я призрак. Что может быть лучше? Периодически певец играет на рояле, расположившись прямо на крыше дома, и ностальгирует по прошлым денькам, когда для счастливой жизни не требовалось слишком много, а достаточно было обычной работенки на стройке, единственной чистой рубашки и удовольствия от игры в клубах за горсть орехов. Были же времена. Как здорово! И вот, придумав очередной мелодичный мотивчик, Дина надеется поделиться новой песней с людьми, но Арни возвращает его в реальность, напоминая о том, что сделать этого не получится. Почему? Потому что вы умерли. Ах да, я и забыл. Это напоминание расстраивает музыканта и серьезно заставляет задуматься. Но Арнольд, обращаясь к своему деду за очередным советом, узнает, что его близкий родственник давным-давно знает о том, что Дина вовсе никакой не призрак, а человек из плоти и крови. Может, я и старый немощен, но с головой пока дружен. На утро в школе одноклассница Арни показывает листовку с рекламой выступления двойника Спамони, который, подражая знаменитому исполнителю как во внешнем образе, так и в песнях, пользуется у публики большой популярностью. Все только об этом и говорят. Город сошел с ума! И когда Арнольд отдает эту афишу известному другу, ведущему призрачный образ жизни, у того возникает один единственный вопрос. Ну что за чертовщина? А тем временем и до жителей пансиона доходит новость о предстоящем концерте фальшивого Спамони, ну и мистер Хьюн на радостях покупает на всех билеты. Не говорите призраку! И вот расстроенный Дина натыкается по ТВ на рекламу своего успешного пародиста и смотрит на то, как того приглашают на различные шоу, на его выпуск новых песен, ну и на то, как этот поддельный персонаж начинает отношения с его бывшей женой. Все, не хочу больше это видеть. Ну и Арнольд заставляет Дина признать, что как бы ему и не нравилась прежняя жизнь, но глядя сейчас на нее со стороны, Спамони просто завидует. Зависть, ты спятил. И Дина какое-то время сомневается, размышляя о словах своего не по годам мудрого друга, и в конце концов он чистит туфли, наглаживает рубашку, подбирает галстук, приводит в порядок парик и отправляется на концерт. Но на входе здания его задерживает охрана, требуя билет, без которого Дина отправляют к другим двойникам знаменитости. В это время на концерте поддельный Спамони вызывает восхищение у зрителей, и только Дону Рейнольдсу этот пародист совершенно не нравится. Если б Дина увидел этого клоуна, он бы свихнулся. Ну а настоящий Дина тем временем находит другой способ проникнуть в здание, а именно через вентиляцию.
И вот уже совсем скоро он оказывается рядом со сценой и эффектно завершает песню своего молодого двойника. Стоя на сцене, Дина рассказывает всем правду о своей ненастоящей гибели, признает вину, благодарит Арни и озвучивает усвоенный им урок. Что глупо прощаться с жизнью и карьерой только потому, что я вышел в тираж. Ну и после этого в зале воцаряется тишина, которую уже через мгновение прерывает сам Арнольд, поддерживая вернувшегося исполнителя своими аплодисментами. Ну а затем и все остальные подхватывают эту идею, и помещение наполняется бурными овациями. Дина Спамони благодарит публику, ну и после этого он необычайно искренне и энергично исполняет одну из своих песен тех лет, когда для счастья не требовалось слишком многого. Don't count me out. Кстати, что касается песен и музыки из всех этих эпизодов. Наверное, как вы уже знаете, композитором мультфильма «Эй, Арнольд» является американский музыкант Джеймс Волкер Лэнгнехт, больше известный всему миру под псевдонимом Джим Лэнг. Ну а вот тот голос, которым поет сам Дина и который так похож на голос Фрэнка Синатры, принадлежит американскому стендап-комику Рику Корсо, который в своих выступлениях часто пародировал самого Синатру и делал это действительно очень здоровски. И вот поэтому именно он как нельзя лучше подошел на роль для озвучки и так уже достаточно интересно прописанного персонажа. Ну а вложив весь свой музыкальный талант в написанные для мультфильма песни, при этом мастерски обернув их нотками голоса легендарного исполнителя, Дина Спамони навечно остался придуманным, но таким знакомым настоящим музыкантом из далекого детства. Но теперь я старая пластинка, я никто.